Словацкий премьер обещает разрешить поставки оружия Украине. В Мариуполе уволили гауляйтера, в Румынии запрещают наличные, а британские компании признаются в нарушении антироссийских санкций. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Турция спасает палестинцев от жестокости Израиля, как говорит президент. Наш долг перед историей – кричать об их преступлениях в лицо тем, кто поддерживает тех, кто осуществляет эту безнравственную, бессердечную, мерзкую резню везде, где мы их видим. Растет количество антисемитских преступлений, более 1000 задержанных. 10 тысяч полицейских и жандармов были мобилизованы для охраны 900 школ и синагог, посещаемых французскими евреями. Это означает, что количество антисемитских актов резко возросло. Израиль атакует территорию Ливана. Что касается Ливана, то мы атакуем на основе разведывательной информации и будем продолжать атаковать. Это наша миссия. Кто бы ни угрожал нам, мы будем атаковать его. Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете нам. Не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на наши каналы и не забывайте оставлять комментарии под видео, ведь так мы будем понимать, что вы думаете обо всем, что происходит. Поехали. В Киевской области в результате взрыва в свой день рождения в своем собственном доме погиб помощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины Геннадий Чистяков. Гибель подтвердил и сам Валерий Залужный, который написал на своей странице в Facebook, что Чистяков был его правой рукой. По одной из версий, сдетонировало взрывное устройство, которое находилось в подарках ко дню рождения. Также по одной из версий это могла быть немецкая граната, которую тоже, вероятно, подарили ему на день рождения. 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада подтвердила гибель 19 военных от удара россиян во время торжественного мероприятия недалеко от линии фронта. Сейчас проводится проверка, как пишут в самой бригаде. Командир бригады Дмитрий Лысюк опоздал на несколько минут на мероприятие и выжил. Один из источников громадского телевидения отмечает, что сначала награждение планировали провести в 9 утра, но перенесли на 9:30. В это время военные уже были выстроены и ждали командира. Около 10 часов утра, 10:10, если быть точным, произошел российский удар. Командир бригады прибыл буквально через 2 минуты после прилета. Отмечают, что Россия корректировала огонь дроном, но все равно главный удар пришелся не по самому строю, а по зданию за ним. В Мариуполе уволили еще одного мэра. Об этом пишет Мариупольский горсовет, публикуя так называемый указ главы так называемой республики. Оккупанты назначили Олега Моргуна мэром сравнительно недавно, в январе 2023-го, и вот такая короткая карьера получилась у человека. Более 100 британских компаний признались в нарушении санкционного режима с Россией. По состоянию на 17 мая 127 британских компаний добровольно сообщили об этом правительству. Некоторые компании продавали даже микрочипы, пишет об этом Times. Эти чипы даже находили в российских танках под Киевом. Словацкий премьер обещает не препятствовать продаже оружия Украине. На государственном уровне этого не будет, но частным компаниям никто запрещать не станет. Еще он пообещал сделать все возможное, чтобы помочь Украине в гуманитарном плане. Я предполагаю, что одной из таких вещей может быть разминирование. Существует огромное количество заминированных территорий и не разорвавшихся боеприпасов. В то же время новый министр обороны Словакии Роберт Калиняк хочет пересмотреть некоторые из уже заключенных коммерческих контрактов на поставки оружия. Израиль атакует территорию Ливана в ответ на агрессию с той стороны и делает это исключительно основываясь на разведданных. Что касается Ливана, то мы атакуем на основе разведывательной информации и будем продолжать атаковать. Это наша миссия. Кто бы ни угрожал нам, мы будем атаковать его. И каждое событие, конечно, которое происходит в Ливане, мы изучаем, узнаем о нем, чтобы понять детали. Это то, что я могу сказать на данный момент. Турция обязана спасать палестинцев от жестокости Израиля и привлекать к ответственности тех, кто совершает нападения, говорит президент страны.
Мы несем ответственность за то, чтобы наши палестинские братья были спасены от жестокости Израиля, и чтобы резня, происходящая в Газе на глазах у всего мира, была остановлена. Наш гуманитарный долг – схватить за воротник убийц, которые убивают детей, матерей, невинных людей во всех уголках палестинской земли, и воров, которые обкрадывают угнетенных. Наш долг перед историей – кричать об их преступлениях в лицо тем, кто поддерживает тех, кто осуществляет эту безнравственную, бессердечную, мерзкую резню везде, где мы их видим. Тем временем в Газе блокируют выезд из сектора. Снова после обвинений в срыве сделки, которая предполагала эвакуацию из сектора Газа иностранцев и лиц с двойным гражданством. Хамас обвиняет в этом Израиль. По имеющимся данным, это связано с тем, что Хамас, Израиль и Египет не смогли достичь соглашения относительно безопасной эвакуации пациентов из северной части сектора Газа. Количество антисемитских преступлений растет во Франции, констатирует министр внутренних дел страны. 10 тысяч полицейских и жандармов были мобилизованы для охраны 900 школ и синагог, посещаемых французскими евреями. Это означает, что количество антисемитских актов резко возросло. Более 1000 антисемитских актов, точнее 1040, но при этом было произведено 486 арестов. Иными словами, полиция и жандармы не имеют возможности арестовать тех, кто нападает на французов еврейского вероисповедания, и привлечь их к ответственности. Более того, у 100 из 486 иностранцев, совершивших антисемитские действия, был отозван вид на жительство. Они были помещены в центр содержания под стражей и высланы из Франции. В Румынии меняются правила, ограничивающие использование наличных денег. Решили начать ограничения с сокращением лимитов на операции с наличными деньгами. И все это декларируется как борьба с уклонением от уплаты налогов. Это проблема для малых предпринимателей, там с наличными платежами, чтобы избежать бесконечных очередей в банке. Я думаю, никто этого не хочет, поэтому я хочу поговорить и с малыми и средними предпринимателями. И я думаю, что по группам товаров, то есть бытовая техника, вещи, необходимые в быту, мы не будем усложнять жизнь людей. Эти меры были предложены мне технической группой NAFP. Мне, премьер-министру, было бы неловко выходить и критиковать предложения каких-то экспертов из NAFP. В этот момент в коалиции я не видел ни одного голоса против. Участницы акции протеста против изменения климата разбили стеклянную крышку картины Диего Веласкеса «Венера с зеркалом» в Лондонской национальной галерее. В польском Лодзе пропала замурованная в бетон машина. Знаменитый бетонированный автомобиль неожиданно исчез с ремонтируемой улицы в центре Лодзи. Я напомню, в пятницу рабочие ремонтировали улицу и не смогли убрать припаркованный там автомобиль. И нашли вот такое элегантное решение. Легковой автомобиль, который был обложен бетоном со всех сторон рабочими, пропал. Автомобиль действительно был припаркован в таком месте, что продолжать строительные работы было невозможно. Но разметка на строительной площадке исключает возможность убрать автомобиль. В настоящее время существует запрет на его остановку. Но если автомобиль не представляет угрозы для дорожного движения или угрозы жизни и здоровью людей, он не может быть убран. Неизвестно, каким образом автомобиль покинул улицу в ночь с субботы на воскресенье. Машина оставила прямоугольное отверстие в бетоне и резиновые стойки, которые, вероятно, и помогли водителю выбраться из ловушки.
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших лайков, комментариев и репостов, это очень важно. Еще важно подписываться на наши каналы. Ну а у меня на этом все, до встречи, хороших вам новостей.